somehow, with our next guest, it sounds fantastic. From Boston, Massachusetts, Morphine! Morphine – необычная группа. И необычность ее прежде всего в том, что не выходя за традиционные представления о том, что такое рок-музыка, не экспериментируя с пограничными жанрами, музыкантам удалось создать нечто совершенно оригинальное. Сказать новое слово. Как бы ни банально не звучало это словосочетание. А сегодня, когда, кажется, сама рок-музыка почти растворилась, ушла на задний план, стала символом косности и архаичности, сделать это просто невозможно. Песни Morphine могли бы быть идеальным саундтреком для фильмов в стиле нуар. В них та же темная эстетика ночного города. Музыка рассказывает историю. Герой потягивает джин в полутемном прокуренном баре отеля в компании обязательной для жанра роковой блондинки. Атмосфера томная, но чувствуется напряжение. Сейчас что-то произойдет. Включайте трек You Look Like Rain, закрывайте глаза и представляйте ночь, бар, роковая блондинка. Один из музыкальных порталов следующим образом характеризует группу. Это музыкальная команда, исполняющая мрачную, местами откровенно абстинентно-депрессивную музыку. Всю жизнь провела в глубокой тени, при этом умудряясь сохранить поистине культовый статус. Послушав Morphine, нельзя не согласиться с этим утверждением. Тем поразительней, что музыкальный рисунок группы ткали всего 3 музыкантов. Первым из них был Марк Сэндман. Он родился в 1952 году в Бостоне и по возрасту вполне мог бы стать идолом глэм-рока или эры панка. Однако бурные 70-е его не коснулись. Он был обычным молодым американцем. Проучившись пару лет в Массачусетском университете, он оставил его. Далее его карьера насчитывает ряд самых разных профессий. Он был рыбаком на Аляске, рабочим в разных штатах и долгое время водил такси по Бостону. На память от последнего занятия на груди его остался шрам. Его ударили ножом при попытке ограбления. А кроме того, 2 его братьев погибли при других несчастливых обстоятельствах. В целом же о его прошлом известно мало, поскольку он сам никогда не любил распространяться на эту тему. В 33 года, в возрасте, когда юные музыканты подумывают бросить собственные группы и начать более размеренную жизнь, Марк вошел в бостонскую группу Treat Her Right, исполнявшую некий род пост-панк-блюза. То было время, когда шел на спад бум новой волны, и музыка в целом тяготела к клавишам, драм-машинам и MIDI-секвенсорам. Время, когда, по воспоминаниям одного из друзей Сэндмана, в моде был фальшивый английский акцент и яркие черно-красные одеяния, а в каждом кинофильме был тип молодого бунтаря с дурацкой прической а-ля New Wave. Тогда еще мало кто осознавал, что именно с середины 80-х начиналось второе рождение рок-н-ролла, пережившее крушение всех и этических, и эстетических идеалов, который чуть ли не навсегда похоронил диско и панк. Воздух был полон новых идей. Может быть, именно поэтому Сэндман так долго жил обычной жизнью. Опоздав ко времени, когда музыка создавалась, он пришелся ко двору тогда, когда она рождалась заново. Treat Her Right не имели большого успеха, хотя и считались самой знаменитой бостонской группой. К началу 80-го года она распалась, однако сделавший себе в ней имя Сэндман уже имел в голове образ той музыки, которую собирался играть.
По свидетельствам знакомых, он был исключительно сосредоточенным на музыке человеком. Параллельно с Treat Her Right он играл еще как минимум в 4 группах. Вся его квартира была забита всевозможными инструментами, а любой визит к нему рассматривался хозяином как повод что-нибудь посочинять или показать уже новое. Еще в бытность свою в Treat Her Right Марк пропустил однажды сигнал от своей гитары через приставку, опускающие ноты на октаву, и оказался доволен полученным сумеречным тембром. Он назвал такую гитару «low guitar» – низкая или приглушенная гитара. Однако, вскоре ему показалось, что изображать на обычной гитаре бас достаточно низкопроизводительно, и он поменял ее на бас-гитару, с которой к тому же снял все струны, кроме одной, поскольку, как он объяснял друзьям, на любой струне есть все ноты. Это может показаться достаточно смешным, однако из подобного эксперимента проистек результат – тот самый фирменный звук «Морфин» группы, организованной Сэндманом в 90-м году, чтобы воплотить в жизнь свое представление об идеальных песнях. Помимо него в группу вошли саксофонист Дан Коли, играющий на баритон-саксофоне, по словам Сэндмана, как на гитаре. Действительно, в отсутствие общепринятой middle секции именно саксофон выполнил в «Морфин» функцию ритм-гитары. И барабанщик Жером Дюпре, которого впоследствии сменил коллега Сэндмана по Treat Her Right Билли Конвей. Конвей еще в предыдущей группе начал играть на так называемых cocktail drums, облегченной версии барабанной установки. По легенде, после того, как у него сперли несколько обычных барабанов. Словом, набор инструментов в группе был исключительно необычен, но он звучал именно так, как хотел Сэндман. Спустя некоторое время он все-таки добавит на бас-гитару еще струну, чтобы играть аккорды, правда настраивал обе струны в унисон, а также изобрел тритар – гибрид баса и обычной гитары с одной басовой и 2 обычными струнами, дабы играть на концертах сразу басовую и гитарную партии. Гитариста в группе не было вообще. Да, вправо в компании таких одаренных и оригинальных личностей он был не особо нужен. На протяжении всей истории «Морфин» автором текстом, ровно как и автором большинства музыкального материала, оставался Сэндман. Его глубокая и печальная лирика, равно как и достаточно низкий хрипловатый голос, придавали музыке «Морфин» совершенно уникальное мрачное очарование. Марк Сэндман однажды высказался: «Слово «морфий» происходит от слова «морфей», которое является именем бога сновидений, и такая концепция нам понравилась. Я слышал, что существует такой наркотик, но мы исходили не из этого, мы видели сны. Морфей явился к нам во снах, а мы пробудились и основали группу. Примечательно, что в народном фольклоре песочный человек, с английского Сэндман, это существо, переносящее нас в царство сновидений, будучи таким образом связанным с Морфеем». В 1991 году вышел первый альбом. Хрипловатый низкий голос Сэндмана, практически религиозно-церемониальное звучание саксофона вкупе с мрачной лирикой и выверенными партиями барабанов заставили обратить на группу внимание. И спустя год их дебютная пластинка была переиздана лейблом, занимавшимся записями Фрэнка Заппы. Тематика их песен по определению Сэндмана – это стойкость, неблагоприятное стечение обстоятельств, жажда обладания, отчаяние, безграничная любовь и самообман. Их тексты – это скорее описание эмоциональных состояний, нежели повествование, скупое в словах и очень выразительное. В свое время Сэндман сформулировал свое представление о совершенной песне. Она должна иметь 1, редко 2 куплета, припев и минимум слов. При такой постановке вопроса в песне очень сложно сохранить логическую последовательность и осмысленность. Для этого нужно поэтическое чувство. У Сэндмана оно было. Внимательное и аккуратное, на грани с щепетильностью отношения к любому материалу, способному впоследствии превратиться в песню. Это одна из основных черт Сэндмана, сочинителя.
Почти каждый джем, проходивший в его домашней студии, записывался. Нередко найдя после репетиции среди 5-часового куска те самые 2-3 минуты, Марк накладывал на выбранный фрагмент слова. Персонажи песен Сэндмана такие же потерянные и опустошенные, как герой романа Джима Томпсона «Убийца во мне». Неважно, кто они, будь то распутные любовники на грани кровавого разоблачения из песни Thursday или рефлексирующие грабители из Murder for the Money, все они доведены до отчаяния, но полны энергии, характерной для людей, пытающихся сбежать от чего-то, сбежать от опасности внешней или внутренней, возможно, более опасной, пожирающей человека изнутри. С самого начала была принята определенная концертная стратегия. Вместо игры на разогреве у добившихся успеха групп, а это почти всегда оборачивается выступлениями перед половиной аудитории, которая к тому же пришла на хедлайнера, Морфин пойдет своим путем и ограничится концертами в маленьких клубах. Вместо курсирования из города в город вначале они собирались иметь 2-3 постоянных резиденции в ночных клубах разных городов, выступая там регулярно раз в неделю. Это должно было дать прессе нечто более осязаемое для понимания, а поклонникам больший контакт с группой. И настоящего успеха коллектив добился с выходом второго альбома, выпущенного годом позже. Именно на нем в полную силу прозвучало все то новое, что группа несла в коснеющий и коченеющий мир рок-н-ролла. По отзыву одного из критиков, альбом действовал как тот самый наркотик, название которого взяла себе группа. Во-первых, он заглушал боль. Собственно, название альбома так и переводится. Во-вторых, хотелось слушать его еще и еще. Песни с него вошли в саундтрек фильма «Черная комедия о подростке и его эдиповом комплексе». А группа начала грандиозный нескончаемый тур по маленьким клубам Америки и Европе. «Мы гастролируем 13 месяцев в году», – шутил немногословный Марк. Клубы забивались до отказа, и в конце концов Сэндман и компания стали чуть ли не лучшей клубной группой Америки, а альбом продался в количестве 300 тысяч штук. Немало для независимой пластинки. Кстати, именно с этого альбома Андрей «Дельфин» Лысиков позаимствовал мелодию саксофона для своего первого сольного хита «Дилер». Я твой продавец, ты мой покупатель. Тут-то и подоспело время записи нового альбома. Он по сложившейся традиции был назван коротко и просто «Yes». Альбом получился более легким, более цепляющим, что ли. Дан Коли усугубил звучание своего инструмента, добавив к нему еще один такой же, и играя на 2 баритон-саксофонах одновременно. Альбом принес морфиновцам больше хороших откликов в прессе, больше эфиров на радио. Злопыхатели, ну прям как у нас, шипели, что Марк Сэндман ради коммерческого успеха пожертвовал творчеством. И впрямь, в отличие от предыдущих альбомов, песни были почти светлыми и прозрачными. Но группа сохранила свою фирменную темно-бархатность. Музыканты были довольны тем, что с ними происходило. Ситуация была почти идеальной. Марк говорил: мы на правильном пути, мы много работаем, очень много играем. Нам есть что сказать нашим слушателям, и они, похоже, слушают нас. И правда, после выхода альбома командой заинтересовался лейбл DreamWorks Records, который и переманил к себе группу. Туры вдохновляли. Песня «Супер Секс» была написана во время европейских гастролей. Ее текст большей частью состоит из английских слов, имеющих хождение в континентальной Европе. Кульминацией песни стала «Одна ночь в Женеве».
На вечеринке одна девушка переходила от мужчины к мужчине с простой просьбой: «У тебя есть виски, детка?» По приезду во Францию ребята записали во время саундчека эту песню на кассету. Весной 1997 года группа выпускает 4-й номерной альбом. Довольно неплохой, достаточно оригинальный альбом. Тем более, что видео на песню Early to Bed с этого альбома даже было номинировано на Грэмми. В 1999 году группа приступила к записи альбома The Night. Альбом должен был стать для группы переломным. Марк впервые изменил избранному некогда формату бас, барабан и саксофон, пригласив для записи 12 разных музыкантов. Он тщательно продумывал каждую песню, долго выбирал студию и в конце концов решил работать над альбомом у себя дома, в подвальной мини-студии, где раньше записывал только демо-кассеты. Выбор оправдал себя. Альбом получился удивительно цельным и точным. Он не изменил представление о концепции Морфин, но расширил его. На месте оказались и виолончелистка Джейн Скарпантони, и органист Джон Медески из группы Медески, Мартин и Вуд, и первый барабанщик группы Джером Дюпри. Почти медиативные звуки отчетливо восточной по колориту композиции Rope on Fire – заслуга Ибрагима Фрибгана, мастера игры на восточной лютне. В интервью журнала Q Пит Джей Харви сказала: «Дело еще в том, что музыка очень сексуальная вещь. Она материальна. Она овладевает всем вашим телом, не только ушами и головой. Она управляет вашими внутренностями, вашими ногами, всем. И вот в этом другой важный для меня вид возбуждения, который дает музыка. Я не получаю его от радостных мажорных аккордов. Они не стимулируют сексуально. Возбуждение возникает от минорных аккордов, низкого баса, тяжелой музыки. Одна из наиболее сексуальных групп – Морфин, потому что в ней только слайд-бас-гитара, баритон-саксофон и ударные. Они очень сексуальны, особенно если сидеть на колонке верхом, как я недавно делала на их концерте во время фестиваля. Это было замечательно. Сэндман сам утверждал, что их музыка оказывает физическое воздействие на тех, у кого еще не отмерло все от талии и ниже. Тем не менее, он так и не превратился в секс-символ. Мешало этому отчасти спокойное поведение на сцене и в жизни, отчасти же недостаток популярности. Хотя группа и записала с 1992 года 6 относительно коммерчески успешных альбомов и была даже в 1994 году названа журнала Rolling Stone самой успешной инди-группой года, широкую публику их странная темная разновидность блюза, или как они сами называли свой стиль, лоу-рок, что-то вроде тихий или низкий рок, не привлекало. Впрочем, похоже, что их это не расстраивало. Они не раз говорили в интервью, что карьера их движется самым подобающим курсом, что они просто 3 человека, которые упорно трудились и у которых есть что сказать людям, и вот люди их слушают. С ними не было связано никаких скандальных историй, ничего традиционно рокерского о проблемах с девочками или, невзирая на название, с наркотиками. Они были сосредоточены на музыке и не чувствовали недостатка в идеях. А дальше произошло самое нечестное, что только может случиться в этой жизни. 3 июля 1999 года во время концерта в рамках фестиваля, проходившего в городке Палестрина, неподалеку от Рима, Марк Сэндман скончался от внезапного сердечного приступа прямо на сцене перед несколькими тысячами зрителей. Барабанщик Билли Конвей даже не сразу понял, что произошло. Они отыграли половину песни, и он решил, что Марк присел, чтобы поправить что-то на амплифайере. Находившийся рядом врач сделать уже ничего не мог. Марку Сэндману было 47 лет. Билли Конвей утверждает, что весь этот день с Марком было все в порядке. Они отлично играли и были довольны друг другом. Менеджер группы говорит, что у Марка не было не только каких-то особенных проблем с сердцем, но даже проблем со здоровьем вообще. Все случилось именно так, как в свое время спел сам Марк. В этой жизни нет какой-то особой причины, по которой кто-то живет, а кто-то умирает. Так что, когда это случится, не стоит удивляться.
2000 году Билли Конвей и Дан Коли объединяются с 9 другими бостонскими музыкантами и отправляются в тур памяти. Билли поясняет: когда вышел The Night, у нас не было сомнений. Лучший способ познакомить слушателей с новыми песнями – это просто отправиться в тур и играть их. Образованный биг-бенд получил название оркестра Морфин. Выступления привлекли людей, и почти на каждом концерте кто-нибудь из публики обращался к музыкантам, желая купить их запись. Таковой не было, поэтому вскоре ребята выпускают концертный диск «Запись концерта в Вермонте», одного из первых выступлений биг-бенда за пределами Бостона. Часть вырученных от продажи средств шла в фонд музыкального образования Марка Сэндмана, некоммерческую организацию, деятельность которой направлена на внедрение в школах и детских центрах новых творческих подходов в обучении детей музыке. Таинственный ореол Морфин до сих пор заставляет слушателей задумываться, что это – группа, которая выбросила гитару из рок-музыки или средство от боли. Что касается лично меня, то, как, наверное, и для многих, конкретная музыка ассоциируется с конкретными людьми, обстоятельствами или происшествиями. Так вот, на ближайшие несколько десятков лет Морфин останется для меня совершенно чудесной и завораживающей музыкой, звучащей среди ночи из динамиков и юркой красной машины. А смерть всегда потеря. И смерть музыканта – это потеря не только для родных и близких. Но если в иных случаях можно говорить, ушел исключительный музыкант, оставивший после себя таких-то и таких-то последователей, то с уходом Сэндмана очевидно одно – такого музыканта не было до него и не будет после. И такой музыки тоже больше не будет. Thank you very much. That's it for us. Morphine, that's your service. Thank you and good morning.